Алексей больше всего на свете любил Россию, любил нашу страну, вас. Он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее, в то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле. Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело. Настолько долго, насколько понадобится. Так же яростно и так же смело, как это делал Алексей. У меня нет другой страны. Мне некуда отступать. Нет другой страны. Нет другой Москвы. Нет другой семьи. Нет другого народа, кроме вас. Любопытные истории пополняют происходящее вокруг ФБК, да, последователей Навального, которые перессорились между собой. Вот СОТа публикует: мать адвоката Навального просила структуры Ходорковского помочь с оплатой защиты сына, потому что ФБК отказал ей. Ну, там сейчас какой-то совершенно нешуточный скандал разгорается. Елена Липцер, мать адвоката Алексея Навального, Алексея Липцера, просила Ходорковского помочь с оплатой защиты сына, поскольку, как она указывала в личном обращении, ФБК эти расходы не покрывал. По данным двух источников СОТа, после этого Липцер получила от Ходорковского необходимые средства. Как ранее сообщал Порта, сегодня журналист Павел Каныгин, близкий друг Алексея Липцера, в эфире The Breakfast Show обвинил руководство ФБК в том, что фонд не оказал адвокату Навального должной поддержки. Короче говоря, разгорается, честно говоря, со своей стороны сказал бы, что мне не хочется ковыряться, потому что вот эта заметка длинная. И вот следующая публикует, по крайней мере, «Медуза», вот данную публиковала СОТа, но СОТа явно показывает определенную свою, скажем так, позицию, чего журналисты не должны делать. Вот «Медуза» публикует: Юлия Навальная ответила на интервью бывшего директора ФБК Ивана Жданова. Слова о том, что ФБК якобы отошел, это цитата: «От принципа не врать и не воровать меня поразили». Ну, тут она поражена. Во-первых, это ложь, понятно. Во-вторых, если бы это было правдой, то именно Иван, директор, должен был бы нести за это полную ответственность. Меня немножко пугает то, что прям слово в слово почти как Волков. Перестаньте говорить по одной бумажке, говорите по разным. Извините, легкая ирония. Директор знает обо всем. Еще раз, но это самое простое. Обвините говорящего, во-первых, в чем-нибудь, во-вторых, сказать: да ты сам виноват. Ну почему? Ну расскажите эту историю, расскажите, зайдите с другой стороны как-то, да, там. Обиженность и вот это, скажем так, встречная агрессия, ну, у меня одно из любимых выражений – психиатрии системы провокаций. Вот все это имело бы смысл начать просто ради того, чтобы посмотреть реакцию. Реакция совершенно невероятная, неудержима. Директор знает обо всем и отвечает за все. Впрочем, он может не беспокоиться. Аудит мы провели, уже без него все в порядке. Ага. Ну, понятно. Но здесь достаточно много, опять же, то, что она говорит. Я с своей стороны еще раз вернусь к тому вопросу, что здесь я бы подождал либо каких-то финальных точек, когда они там все друг друга сожрут. И так. Но вообще, когда грызня, это очень полезно. Почему? Потому что выходит информация, которую, когда все дружат, то легко заметается под сукно. А когда все ссорятся, то она легко оттуда вылетает на ветру. Много ветров, они ветров пускают, и тогда может что-то выйти любопытное. Но отслеживать этого всего не стану, еще раз, потому что они представляют себя как... Так или иначе, вот все, кто здесь звучит, они себя представляют с определенными политическими амбициями людьми. А в данном случае, когда куча имен и ни одного лидера, это то же самое, что Иран. В Иране тоже. Иран что-то сказал, Иран что-то сообщил, вот эти новости. Но я уж как-то высказывался не раз, наверное, еще не раз выскажусь на том, что так не бывает. Иран это суша, это камень, булыжник, скала, торчащая из мирового океана. Она не может ничего говорить. Говорить может какой-то лидер, у которого есть единомышленники, какие-то его последователи и так далее. Будь это партия, действующая власть, ну что бы то ни было. Без лидерства не бывает. Ну они сами тоже иногда высказываются они или вокруг них, вот опять же вот этого ФБК. Самое главное обвинение, вот то, что мне... запомнил, скажем так, из того, что сейчас этого очень много набрасывают. И это, как одна из ведущих сказала, что вот ФБК, например, вообще не интересовало, что они же со стороны России признаны, то есть преступной организацией, и люди, которые им отправляют помощь материальную, просто садятся в тюрьмы. И, соответственно, неплохо бы людей об этом либо предупреждать, либо что-то с этим сделать, то есть как-то в этом направлении поработать. И ФБК, ну, вроде как равнодушно к этому отнесся. Вот это вот для меня, кстати, это прозвучало. Но еще раз, в финале, на мой взгляд, здесь надо ждать финальных точек, либо это ковырять. Вот я не возьмусь, если честно, уйдет много времени. И в сыр-бор это какой-то уже базар, понимаете, какие вот бабки какие-то собрались, они со скалками там и дерутся за тухлые помидоры. Честно говоря, не любопытно. Еще раз, нет лидеров, нет того, кто бы что-то высказывал, четко, внятно, имея свою позицию. Все время какие-то объединения, вот эти все коммуны, все они строят какие-то очередные колхозы. И в этом колхозе вечно гвалт. И мне все время хочется колхоз этот очередной обойти.
Вот, еще раз, да, для тех, кто, не знаю, ценит Навального, кто не ценит Навального, кто его считает врагом, то есть, значит, те, кто его любит, и те, кто его не любит, они его уважают. Кто-то как врага, кто-то как друга. Вот мое глубочайшее убеждение, что вот эти все не имеют к нему ни малейшего отношения. Ну, потому что вот единственное, чего не рождается, может любопытство быть, может еще что-то, уважение к ним, ко всем, никому из них не рождается. И не потому, что они мне нравятся или не нравятся, а никак. Во, зеро. И причем они самообъединились. Они создали опять свое какой-то очередной пионерский лагерь, какую-то свою элитку, и варятся сами в себе. То есть они друг с другом спорят, и это Санта-Барбара. Это Санта-Барбара. Те, кто любит посмотреть, ой, этого имя знают, ой, а этот его, а этот в том. И все уже в Санта-Барбаре забыли, что там вообще с убийства началось. В Санта-Барбаре, я в сериале имею в виду. Там, по-моему, убийство было. Кто-то кого-то там, по-моему, убил. Хотя уже точно не помню. Но это уже никого и не волновало. Так что чисто шоу мозгов, на мой взгляд. Но если когда-то будут точки, любопытно будет с ними ознакомиться. Мое мнение такое, свое пишите, может, в чем-то не прав. Ну, что значит не прав? Мне нигде к чему глазом зацепиться. Еще раз, нет ни одного человека, который бы из них был лидером. Все. А значит, нет политики. А если нет политики, значит, у них нет политических амбиций. А если нет у них политических амбиций, то что у них вообще есть? Да, они деньги делят. Ну, тогда логично.